Россия и Иран в первую очередь занимают очень важное геостратегическое положение. И только один этот фактор уже определяет необходимость развития регионального сотрудничества между нашими странами, хотя бы по периметру их границ. Сирийский конфликт, кризис давно вышел за рамки очередной арабской революции, которая направлена на смену существующего режима. Сейчас эта страна превратилась в центр притяжения для региональных и нерегиональных держав, где сталкиваются их глобальные интересы. И речь, на мой взгляд, уже идет не только о смене правящего режима, либо о борьбе с радикальными группировками, которые наводнили эту страну. Мы должны говорить о том, что речь идет о том, что какие региональные группы одержат победу в этой конфронтации. Изменение баланса сил между шиитами и суннитами из-за санкций, которым в течение многих лет подвергался Иран, породило в некоторых странах Персидского залива такую иллюзию, что можно воспользоваться этой ситуацией для наступления на позиции шиитов. И когда была дестабилизирована обстановка в Сирии и создавалась антиасадовская коалиция, эта ситуация была использована для выдвижения лозунгов, в том числе о необходимости прекращения доминирования алавитов, то есть изменения существующего конфессионального взаимодействия. При этом всем хорошо известно, что шииты в этой стране, в Сирии, никогда не притеснялись. Они занимали влиятельные позиции в бизнесе, в банковской сфере, входили в состав высшего управленческого аппарата и армии. Как мне представляется, схватка сейчас идет очень серьезная, потому что провал саудитов в Сирии будет означать стратегическое поражение Эр-Рияда перед лицом всего арабского мира. Полноценная интеграция Ирана в региональную и глобальную систему международной политики вызовет и уже сейчас вызывает противодействие целого ряда стран, которые относят себя к суннитскому лагерю. Недавний конфликт между Ираном и Саудовской Аравией демонстрирует этот тезис как нельзя лучше. Вторая демонстрация – это попытки Саудовской Аравии создать так называемую антитеррористическую суннитскую коалицию. Я бы назвала ее антишиитской коалицией. И все эти действия, они опять же означают, что в перспективе конфронтация между суннитами и шиитами будет только усиливаться. Россия, как известно, очень тесно сотрудничает с Ираном, в первую очередь в сфере обеспечения региональной безопасности. Это координация действий против ИГИЛ, а также для чего был создан информационный центр для борьбы с исламским государством, так называемым исламским государством, при поддержке Ирана, Ирака, России и Сирии. И вот это тесное сотрудничество, как с Ираном, так и с другими региональными странами, оно уже вызвало обвинения со стороны Запада по поводу того, что Россия якобы занимает прошиитскую позицию. Конечно, эти обвинения абсолютно не соответствуют действительности, и я бы сказала, здесь происходит подмена понятий. Потому что Россия поддерживает эти страны не в силу их конфессиональной принадлежности, а исключительно потому, что именно они на деле, а не на словах заинтересованы в борьбе с распространением терроризма.